Господи, какая в этот раз попалась насыщенная неделя. Не успели мы отойти от прошлого обновления, как разработчики выпускают новое. И даже не одно, а целых два. И в общей сумме они весят 430 мегабайт. Ко всему прочему, разработчики решили снова порадовать игроков и запустить новую волну приглашений в бету. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию крутейшую киберспортивную площадку Fast Cup, на которой ты сможешь не только поучаствовать в турнирах, где есть нехилые призовые фонды, но и создать свой уникальный турнир. Площадка гарантирует безопасную игру и имеет свою систему защиты от читеров. И, разумеется, разнообразие форматов и режимов. Ну а приобретая подписку премиум, ты получаешь все возможные дополнительные плюшки. Кастомизация профиля, закрытые турниры и, главное, дроп скинов в конце матча. Ведь данную подписку можно окупить всего за 2 игры. Ну а ко всему прочему, используя мой промокод, сможешь приобрести ее с 50% скидкой. Так что не теряй времени и становись на путь киберспортсмена. Ссылочка в описании. Итак, для тех, кто смотрел мой предыдущий ролик, сегодняшнее обновление не стало сюрпризом, потому что в прошлый раз они написали, что кое-что исправили, а в итоге это исправлено не было. Да и вообще вся эта неделя состоит из цепочки обновлений, которые по сути фиксят друг друга. Так мало того, сегодня мы получили то же самое. Аж целых 2 обновления за короткое время. Одно весит 418 мегабайт, а второе 14. Но давайте по порядку, потому что с последним вообще интересный прикол вышел. На карте Mirage и Italy исправили запрещенные подсадки, которые руинили по сути баланс игры между командами. А на карте Nuke исправили баг, благодаря которому через некоторые пропы C4 проваливалась вне зоны самой карты. Далее же пофиксили миксование звуков в игре и исправили поджаренных куриц, которые иногда проваливались сквозь пол. Ко всему прочему, в таблицу лидеров добавили отображение региона у каждого игрока. Ну а теперь же, ребята, поговорим о самом интересном нововведении во всем этом обновлении. В меню снаряжения добавили отдельный слот для C4. И на данный момент он позволяет выбрать вам ту C4, которой вы дали название, а не бегать с обычной, когда у вас есть в инвентаре с именным тегом. И понятное дело, что ради простой возможности выбрать C4 с именным тегом запариваться бы не стали. Так что да, это неплохой такой намек на будущие скины для C4. Тем более, что теперь на руках у нас есть все возможности для их выхода. Но самое прикольное крылось в коде меню панорамы. Скрипт, который добавили разработчики, устроен таким образом, что в будущем разработчики смогут спокойно добавлять определенные слоты для предметов либо за Т-сторону, либо за КТ. И первой такой ласточкой, как вы поняли, стала C4. И если в будущем разработчикам вдруг приспичит замутить элементы одежды для игроков, они смогут разделить их на Т-сторону и КТ, чтобы, понятное дело, не руинить геймплей. Но это опять же пища для вашего размышления, так как теперь такая возможность имеется. Ну а теперь, пожалуй, поговорим о приколе, который связан с дополнительным обновлением в 14 мегабайт. Дело в том, что, видимо, эта неделя самая неуклюжая за все время для разработчиков. Мало того, что пришлось выпустить такую гору обновлений, чтобы пофиксить все, так еще и сегодня они случайно дропнули все скрипты меню с комментариями разработчиков. Ну а кто не в курсе, разработчики часто в коде игры оставляют комментарии либо для себя, либо для своего коллеги, чтобы в данном коде было проще ориентироваться. Так вот, в этот раз они забыли их почистить, и в сеть утекла версия, которая имеет эти самые комментарии. Но благо они быстро отреагировали и выпустили обновление, в котором все почистили. Вот такие вот приколы творятся на этой странной неделе. Тем временем, как и говорил выше, разработчики объявили о новой волне приглашений в ограниченный бета-тест. И я надеюсь, что многие из вас имеют на данный момент звание в игре, чтобы его получить. Напоминаю, что проверять, получили ли вы бету, нужно заходить в CSGO, ибо если вы не подтвердите свое участие в ней, то отображаться она нигде не будет. В связи с этим, опять же напоминаю, что по идее на следующей неделе нас должно ждать что-то интересное и крупное. Так еще и волна приглашений подогревают интерес. И я очень надеюсь, что они решили раздать инвайты не для того, чтобы оттянуть время крупного обновления. Короче, поживем увидим. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока.
Пока-пока и удачи!